Закройте глаза. Сейшелы. Что первое вам приходит в голову, когда вы слышите это слово? Для большинства из вас наверняка, что это истинный рай на земле, с белоснежными пляжами и огромными каменными валунами на них. Что еще? Наверное, то, что это популярное место, чтобы провести медовый месяц или просто обручиться. И что там очень дорого. И, наверное, на этом ваши знания о Сейшелах заканчиваются, как и мои перед моей поездкой туда. Давайте же узнаем, на самом ли деле все, что говорят о Сейшелах, это правда. И что такого уникального есть там, чего нет в других местах. Поехали! Начнем мы нашу историю с острова Праслин, а не с Мааэ, на который все сначала прибывают. Так как я прилетел был поздно под вечер, а рано утром у меня уже был паром на соседний остров. Да и рассказать хотелось бы все по порядку, как на самом деле было, так сказать, по эмоциональной нарастающей. Кроме одночасового курса паромом, с Мааэ на Праслин можно добраться также с помощью пропеллерного самолета, полет которым занимает всего 15 минут. С точки зрения численности населения и физических размеров, Праслин является вторым по величине островом на Сейшелах, размером 12 на 5 километров, где проживает около 8 тысяч постоянных жителей. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться уникальной растительностью, очень близким знакомством с одними из самых больших черепах в мире, а также прекраснейшими пляжами и кристально чистой водой, окружающий этот райский остров. Так вот, представьте себе, вы выходите с парома, а вокруг вас вода просто невероятного, такого густого бирюзового цвета, и большие экзотические рыбки плавают сразу возле берега. Просто Вау. Взяв машину, снятую на прокат, я первым делом двинул к Вале-де-Ме, одно из 2 мест на Сейшелах, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что такого уникального в этом парке, что его вписали в ЮНЕСКО? Природный резерват Вале-де-Ме является главной достопримечательностью острова, который ежедневно привлекает множество посетителей. По сути, это первобытный дождевой лес площадью около 20 гектаров, который не менял свой облик еще с реликтовых времен, то есть на протяжении более чем 2 миллионов лет. Он часто описывается как райский сад, благодаря своей уникальной мистической природе. Большую его часть занимают хорошо сохранившиеся пальмовые леса, в основном из эндемической сейшельской пальмы Коко-де-Ме, семена которой являются крупнейшими среди всех растений на планете, а также 5 других эндемических видов пальм. Фауна резервата представлена эндемичными видами птиц, млекопитающих, ракообразных, улиток и пресмыкающихся. И от себя бы я добавил гигантскими насекомыми, а именно пауками. В этом первобытном, неизменном на протяжении миллионов лет лесу, похожему на джунгли, вы почувствуете себя словно в другом мире, что вы окунулись в далекое-далекое прошлое, и из-за кустов вот-вот появится какой-то динозаврик или троколодит. То есть вы буквально вживую трогаете руками и созерцаете то, что находилось на нашей планете еще миллионы лет назад. Это просто сносит крышу. Зачетное место. Одно время даже считалось, что именно это место является Эдемом, райским садом из Библии, а вышеупомянутый Коко-де-Ме его запретным плодом. Поэтому поговорим о нем более подробно. Орех Коко-де-Ме – это самое большое семя в мире, которое вызывает особое восхищение у посетителей, и именно оно является причиной вписания этого парка в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В старину люди верили, что этот плод растет на мифической подводной пальме, так как иногда находили их в разных частях океана, а где они растут, откуда они, не видели и не знали, поэтому придумали вот такую вот сказку. Растет же он в природе только на островах Праслин и Курьез, но также был завезен еще на несколько островов в целях развития его популяции. Возраст самого старого экземпляра дерева около 300 лет, идеально прямой ствол и большие веерообразные листья. Они также работают как зонтики. Когда падает дождь,
Ни одна капля не упадет на вас во время прогулки по этому парку. Во всяком случае, так мне сказал работник этого парка. Женское дерево дает плоды сердцевидной формы, весом до 25 кг, являющиеся самыми большими и тяжелыми семенами в мире. Вот так вот. С точки зрения эротической природы растения, мужские виды одинаково поразительны. Фаллические формы возвышаются на много футов над лиственными кронами. Поэтому неудивительно, что многие предполагают, что мужские и женские растения ночью объединяются в пары. Даже сегодня коко де ме ценится как сувенир. Обычно цены колеблются от 200 до 600 евро, в зависимости от размера и формы ореха. Но, когда будете покупать, смотрите, чтобы этот сувенир имел специальную наклейку с кодировкой. Это официальное разрешение на вывоз ореха в таком виде из страны. Продают такие орехосувениры с официальным разрешением только несколько магазинов на территории Сейшел, поэтому будьте внимательны при покупке. Но тут такой маленький подвох. Продают только скорлупу. Саму мякоть вытаскивают из семени и потом склеивают скорлупу, возвращая ей первоначальный вид. Делают это, чтобы предотвратить вывоз семян в целях пересадки этого эксклюзивного дерева в других странах. Вывоз же свежего плода или его здоровых семян за пределы Сейшел официально запрещен на государственном уровне. В целом же весь плод в 100% используется для разных нужд, то есть это абсолютно безотходное производство. Пустой орех продается как сувенир, а его мякоть используется в косметологии, кухне и в некоторых странах в медицине. Но все это используется умеренно и тщательно контролируется властями. Браво! Тем не менее, пальма коко де ме в настоящее время находится под угрозой исчезновения и занесена в красный список Всемирного союза охраны природы. И только за последние 50 лет ее численность упала примерно на 30%. Помимо паразитов, пожаров и лесозаготовок, в этом в значительной степени виновата нелегальная прибыльная торговля орехами. Браконьерство и воровство семян процветает из-за растущего спроса на них, особенно на азиатском рынке, и соответственно цены. Мякоть плода готовят, а затем продают там как афродизиак. Это свойство пальмы ничем не подтверждено, то есть китайцы опять придумали очередную легенду, чтобы на этом зарабатывать. Официально на Сейшелах вы нигде не попробуете на вкус этот плод, так как это запрещено законом и карается даже тюрьмой. Поэтому даже если вы попросите какого-то местного, не смог ли бы он вам это устроить, 99% из них откажется и даже пригрозят вам, что это незаконно. Но всегда найдутся те, кто за определенную плату согласится это сделать. Так, к сожалению, устроен этот мир. На изучение этого парка в среднем уходит около 2 часов. Да, кстати, из-за ковида надо букировать свой визит заранее, желательно минимум 1-2 дня наперед. Ссылочка с контактами будет ниже в описании. Цена за вход примерно 20 евро. Хотя Вале де Ме, конечно же, является главной достопримечательностью Праслина, захватывающей альтернативой, которую стоит посетить, является природный заповедник Фонд Фердинанд. Открытый только в 2013 году, парк, естественно, еще не очень широко известен. Входная плата здесь намного дешевле, чем в Вале де Ме. 150 сейшельских рупий – это где-то 9 евро, а личный гид всегда включен. Посетители природного заповедника Фонд Фердинанд должны стремиться прибыть утром, так как примерно с 13:00 экскурсии больше не проводятся. С площадью 122 гектара Фонд Фердинанд более чем в 6 раз больше, чем в Вале де Ме, и еще богаче эндемичными видами растений и животных, в том числе примерно таким же количеством пальм коко де Ме, как и в Вале де Ме. Сама прогулка по этому заповеднику занимает от 2 до 3 часов, и в конце пути вы дойдете до смотровой площадки, откуда открывается прекраснейший вид не только на сам Праслин, но также и на другие внутренние острова Сейшел. Если же вы вообще не имеете время и не намереваетесь посетить этот остров по разным причинам, а хотите увидеть пальму коко де Ме с ее плодами, у вас всегда будет возможность увидеть в ботаническом саду на острове Маэ, что возле столицы страны, города Виктории. Время среди этой буйной доисторической растительности пролетело быстро.
и я двинул дальше по дороге в направлении одного из самых красивейших пляжей на Сейшелах – Анс-Жаржет. Его часто называют одним из двух самых красивых пляжей Праслина, вторым из которых является Анс-Лацио. Как вы можете видеть, невероятное сочетание великолепной бирюзовой океанической воды, нетронутого белого песка и невероятных пальм создает поистине потрясающий пляж. Добираться до пляжа особенно просто для гостей отеля Констанс Лемурия. Для тех, кто не является гостем, вы должны связаться с отелем, чтобы заблокировать день и время, когда вы там будете. Кстати, отель иногда ограничивает количество посетителей, поэтому напишите им имейл или позвоните заранее хотя бы 1-2 дня перед вашим приходом, чтобы не разочароваться, что вас потом туда не пустили. После проверки вашей резервации вы должны самостоятельно совершить 25-30 минутную прогулку от ворот отеля до пляжа. Обращайте внимание на указатель направления на пляж. Территория отеля огромная, и там легко заблудиться. В качестве альтернативы туда также можно добраться на лодке, а некоторые водные туры останавливаются в этой красивой бухте, чтобы насладиться пейзажем. Или же вы можете сделать добротный хайкинг, то есть прогуляться по горам и джунглям к нему с пляжа Анс-Лацио. Но люди пишут, что это довольно изнурительно, 60-80 минут по такой жаре, так что выбор за вами. Тем не менее, Анс-Жаржет – это услада не просто для глаз. Он также предлагает прекрасные условия для купания или снорклинга. Однако вода довольно быстро становится глубокой, поэтому дети, неуверенные в себе пловцы, должны постоянно находиться в воде под присмотром и недалеко от берега. Наконец, пляж идеально подходит для фотографов, а вид с вершины холма станет настоящей изюминкой любого отдыха на Сейшельских островах. Анс-Жаржет – один из немногих настоящих нетронутых пляжей на Сейшельских островах, предлагающий поразительную природную красоту. С таким количеством положительных моментов легко понять, почему пляж так популярен, и гости приезжают со всего острова, чтобы насладиться этим невероятным местом, что делает его обязательным для посещения любого отдыхающего на Сейшельских островах. Это впечатляет, впечатляет. Сейчас закат. Пляж зачетный. Обязательно. Кто будет на Праслине, обязательно сюда. Двигаем ко второму самому красивому пляжу на Праслине – Анс-Лацио. У многих людей, когда они впервые видят Анс-Лацио, перехватывает дыхание. Идеальное сочетание солнца, кристально чистого моря, мелкого, как сквозь ситечко песка, гладких гранитных волнов, деревьев такамака и согнувшихся от ветра пальм делает этот пляж невероятным по любому определению. Его часто называют самым красивым пляжем в мире, квинтэссенцией сейшельских пляжей. Туристические журналы переполнены восторгами по поводу этого места, и здесь также постоянно устраивают съемки для модных журналов. Эта репутация означает, что он более загружен, чем многие пляжи Сейшельских островов, поэтому любой, кто хочет избежать встречи с другими туристами, должен прибыть туда пораньше, до 9 часов утра, чтобы избежать толпы. Добраться до пляжа проще всего на машине. Рядом с пляжем за линией деревьев есть 3 бесплатных парковки. Ближайшая автобусная остановка находится немного дальше. Хотя некоторые отели предлагают услуги трансфера до Анс-Лацио, так как он очень известен. Пляж также отлично подходит для снорклинга с прекрасной видимостью в кристально чистой воде. Я лично видел нескольких скатов почти возле самого берега, с левой стороны пляжа, греющихся на солнышке. Поэтому смотрите под ноги, чтобы случайно на них не наступить. Одинаково хорошо он подходит и для семей, благодаря большим песчаным участкам, где дети могут играть. Однако вода быстро становится глубокой, как и на Анс-Жаржет, поэтому детям и неуверенным в себе пловцам следует оставаться в специально отведенном месте и стараться не отходить слишком далеко от берега. Что касается удобств,
то на каждом конце пляжа есть небольшие магазины и несколько ресторанов, где вы можете пообедать или поужинать. В целом, Анс Лацио на 100% заслуживает своей высокой репутации, благодаря сочетанию невероятной красоты и широкого спектра сервисов и удобств, и является обязательным для посещения всем, кто проводит время на Прослине. На самом деле неудивительно, что этот пляж занял 6-е место среди лучших пляжей мира по версии TripAdvisor в 2015 году, что укрепило его репутацию приморского места мирового класса. Кстати говоря, каждый год этот рейтинг обновляется и еще чаще меняется. Я не знаю, как они считают, какой из них самый-самый, наверное, методом голосования. Но, как по мне, несколько пляжей Сейшел достойны входить в десятку лучших в мире. Конечно же, на острове есть еще множество других красивых пляжей, но они по сравнению с двумя вышеупомянутыми немного уровнем ниже. Среди них можно отдельно упомянуть Гранд Анс, Анс Гувернемон, Анс Симитьер, Анс Бату, Анс Будин, Петит Анс Керлан и Анс Вальбер. Особо хотелось бы выделить из них последнего. Анс Вальбер, также известный как Кот Диор, является самым длинным пляжем на острове. Во многом благодаря этому он стал таким туристическим центром острова, но, к счастью, не навязчивым. Это один из тех редких пляжей на Сейшельских островах, который одинаково хорошо подходит и для семей с безопасным мелководьем для детей, и большим количеством тихих мест для пар, чтобы позагорать и насладиться обществом друг друга в тени пальм. Вероятно, именно поэтому он станет вашей первой остановкой, если вы решите провести часть своего отпуска на этом фантастическом острове. От себя могу сказать, что если вы ищете место, где будет хоть какая-то тусовка на этом острове, то думаю, вам стоит поискать ночлег именно вблизи этого пляжа. Все вышеупомянутые места на Прослине вы можете посетить в один день, но это не стоит того. Во-первых, вы больше устанете от этой гонки, галопом по Европам, в данном случае Сейшелам, и не сможете сполна насладиться всеми окружающими вас красотами и расслабиться по полной. Поэтому советую выделить на сам остров минимум 2 полных дня, а то и все 3. А если вы еще хотите сделать какой-то тур по ближайшим островам или выкупить дайвинг-тур, то смело прибавьте к этому еще 1-2 дня. Кстати, о дайвинге. Существует 3 дайвинг-центра на Прослине: Octopus, Blue Marine и White Tip Divers. Они предлагают погружение и снорклинг в живописных коралловых окрестностях острова, а также комбинированные экскурсии с дайвингом на внешние Сейшельские острова. Одними из лучших мест для снорклинга на Прослине являются Анс Лацио и Анс Бодин. Но если у вас будет время, я также рекомендую поплавать вокруг островка Сен-Пьер, который считается одним из лучших мест для снорклинга на всех Сейшелах. Обычно снорклинг возле него является частью однодневных лодочных прогулок с Прослина. Я это сделал и могу вам дать маленький совет. Да, там есть что посмотреть, но будьте внимательны. Там очень сильное течение, особенно с одной стороны. Так что вас постоянно бросает на прибрежные острые рифы и скалы. Если вы плохой пловец, то не советую лезть там в воду. Меня постоянно бросало течением на них, так что мне пришлось приложить усилия, чтобы оттуда выплыть. Может, мне просто не повезло с погодой, а может, там такое постоянно, кто его знает. Так что будьте внимательны, но место стоит того. Есть также рыболовные туры, но я не рыбак, поэтому меня это совершенно не интересует. Если же вы это дело любите, внизу вы найдете ссылочки на такие туры. Ну и кроме этих туров, вы, конечно же, можете взять лодочные экскурсии-прогулки на соседние острова. Обычно это однодневные или на полдня туры 3 в одном или 2 в одном. Например, экскурсии по островам Кузен и Курьез, плюс снорклинг вокруг маленького островка Сен-Пьер. Тур на целый день с включенным обедом. Или же только экскурсия на остров Курьез плюс снорклинг вокруг этого же островка Сен-Пьер, тур на полдня с включенным обедом или без него. В зависимости от этого разная цена.
Я выбрал был второй тур из-за физической нехватки времени. Был бы больше времени, обязательно бы взял тур 3 в одном. Но я и так остался очень доволен этой прогулкой. Итак, как это выглядело? Отправной точкой моей прогулки стал пляж Анс-Вальбер. Физически только несколько сотен метров отделяют остров Курьоз площадью 3 квадратных километра от Праслина. Причем между этими двумя массивами суши расположенный вышеупомянутый мной островок Сен-Пьер. 15-20 минут лодкой через океанический перешеек и вы на Курьозе. Курьоз является пятым по величине из внутренних Сейшельских островов и предлагает нетронутую дикую природу, начиная от выдающихся пляжей с прекрасными гранитными скалами, тех самых знаменитых пальм Коко-де-Мер, нетронутых абсолютно мангровых лесов, до причудливых, свободно бродящих по острову гигантских черепах Альдабра. Кстати, с 1833 до середины 20 века на Курьозе находилась карантинная станция для прокаженных. Сегодня остались лишь несколько старых руин и дом врача. В наши дни в нем находится небольшой музей и центр для посетителей. На меня же самое большое впечатление произвело близкое, а именно очень близкое знакомство с одними из самых больших черепах в мире – гигантскими черепахами Альдабра в их естественной среде обитания. Но самое интересное, что вы можете на них не только посмотреть, но и покормить их с рук и почесать им головку, что является довольно редкой возможностью в этом мире. Это я вам говорю как человек, побывавший в разных частях этого мира и видевших различных морских черепах, но не имевший возможности даже к ним близко подойти, не то что их потрогать или покормить. Там были люди, которые вас не подпускают к ним, чтобы не тревожить их. Наверное, это и хорошо. В любом случае, я с большим удовольствием воспользовался такой возможностью. Но будьте внимательны. Не держите руки с едой близко их рта. У них очень крепкие челюсти, могут хорошенько вас обкусить. Ваш гид-перевозчик дает вам определенное время на посещение всего острова и назначает место встречи на пляже Ан-Сен-Жозе. От места обитания черепах к этому пляжу ведет дощатый настил длиной 1,5 километра. По пути вы найдете много интересного, в том числе дикие пляжи, мангровые заросли, морских улиток, гекконов и большое разнообразие птиц. После такой интересной прогулки под палящим солнцем особое наслаждение дает возможность расслабиться и окунуться в конце пути на пляже Ан-Сен-Жозе. Там вы оттрапезничаете в местной харчевне, если выбрали тур с обедом, или поплывете назад к Праслину с остановкой на снорклинг возле островка Сен-Пьер. Плата за вход на охраняемый природный остров составляет около 15 евро. Обычно входит стоимость тура, которые идут на защиту и уход за растениями и животными. Цена такого тура полностью колеблется в зависимости от турагенции и выбранного сервиса. Я лично заплатил был 70 евро за тур, полдня без обеда. С чистой совестью искренне советую сделать такой тур. Получите колоссальное наслаждение. На этом мое маленькое путешествие по острову Праслин и Курьоз закончилось. На следующее утро я отплывал на остров Ладиг, считающийся настоящим раем на земле, с одним из самых красивейших, а также самым фотографируемым пляжем в мире.